Сегодня был один из тех дней, когда я думала, зачем я сюда приехала. Но потом поняла, что именно такие дни делают меня сильнее. Я часто думаю, как бы я отреагировала, если бы 10 лет назад мне показали, как я живу сейчас. Конечно, моя жизнь сегодня это не идеал, но это моя жизнь мечты. И в этом видео я честно отвечаю на вопросы подписчиков о том, как я к этому пришла. Переезд, трудности, выбор иногда неправильный, счастье, все как есть. В Германии я живу уже несколько лет, и все это время у меня не было своего постоянного дома. Но я училась создавать уют из того, что у меня есть здесь и сейчас. Из любимой книжки, из запаха любимой с детства еды, из тишины, которая бывает так редко, под пледом, когда за окном такой ливень, как сегодня. Я научилась замечать и ценить такие мелочи, к которым мы привыкаем и не замечаем их, не ценим. 1,5 года я жила в лагере для беженцев. Там нельзя было готовить, мы ели в столовой. И теперь я особенно ценю возможность просто заварить чай в своей личной чашке, на своей кухне, в то время, когда тебе хочется. Казалось бы, мелочь, но на самом деле это ощущение дома. Да, 5 лет без постоянного дома, правда звучит грустно. Но я нашла в этом светлое и вам хочу показать. Я не знаю, где мой дом будет через год, но я точно знаю, как создать тепло там, где я есть сейчас. Друзья мои, меня зовут Наталья. Я из Украины и уже несколько лет живу в Германии. Если вы здесь впервые, добро пожаловать. Я снимаю видео о моей жизни, адаптации, иммиграции и простых настоящих моментах. Без глянца, но с душой. И если вам откликается, оставайтесь. Тут будет уютно. Сегодня у меня день домашней заботы, и отвечая вам на 10 самых частых вопросов, я решила разобрать вещи, вымыть пол, приготовить еду на несколько дней, так что вперед. Кстати, завтра я поеду к маме. Вы очень часто спрашиваете, где моя мама сейчас. Моя мама живет сейчас тоже в Германии, в Мюнхене. И в предыдущих видео я уже показывала и дом престарелых, где она жила раньше, и общежитие для беженцев, где она живет сейчас. И завтра я снова возьму вас с собой в гости к ней. А сегодня давайте устроим дома порядок, приготовим что-то вкусное и немного подумаем о жизни. Просто побудем вместе. Начнем с вопроса, который задают чаще всего. Наталья, вы давно живете в Германии. Где ваш дом сейчас? Знаете, дом это не про 4 стены, и это не куча мебели, и даже не прописка в паспорте. Для меня дом это то, что я создаю сама. Из любимых вещей, из чашки горячего чая, из книг, из уютного пледа, в который можно завернуться, когда за окном дождь и холод, и тебя никто не видит в пижаме. Вот такой дом. Он внутри меня, он не только на бумаге. Мое постоянное место жительства – это пригород Мюнхена. Это общежитие для беженцев. Там я прописана. И там я провожу почти все свое время. Это мой официальный здесь и сейчас. Но душой я уже в Нюрнберге, город, куда я мечтаю переехать. Не потому, что я не люблю Мюнхен. Нет, я очень люблю Мюнхен. Но по многим причинам я хочу переехать в Нюрнберг. Вот только разрешение на переезд я жду уже 1,5 года. Да, бюрократия тут умеет растягивать время лучше, чем я растягиваю свое утро, когда нужно вставать. Но пока разрешения нет. И я ищу место, обустраиваю жизнь, учу немецкий, занимаюсь волонтерством.
Мой дом – это мой рюкзак и чемодан. Ведь я часто езжу к маме, и мысли мои в Нюрнберге. Хотя у меня есть постоянное место, где можно поспать. Это мой настоящий дом. Это смесь вещей в рюкзаке и мечтаний. Когда я только приехала в Германию 5 лет назад, было все совсем по-другому. Сначала я жила в городе Карлсруэ, это земля Баден-Вюртемберг, потому что там была моя подруга. Но меня быстро перевезли в лагерь в Мюнхене, потом в другой лагерь, потом 1,5 года я жила в Ингольштадте. Об этих приключениях это вообще отдельное видео. Там столько историй, что хватит на целый сериал. Сейчас же я живу в общежитии. У нас 10 жильцов в доме, все из разных стран. Соседка по комнате моя – это женщина из Африки. Ну, мы все живем дружно, конечно, помогаем друг другу. Общаемся на немецком, хотя некоторые из нас его только недавно начали учить. Ой, это как комедия с элементами драмы. Но главное, мы вместе, это уже дом. Так что дом – это не стены и не мебель, а люди. Атмосфера, то, что создаем в сердце. Ну и, конечно, чай. Вместе чаепитие. Вопрос второй. Почему вы уехали из Украины? Это было ваше собственное решение? Знаете, я решила, что не буду рассказывать свою личную историю отъезда из Украины. Это слишком личное. Я хочу оставить это при себе. Иногда такие вещи не надо разбирать на публике, правда? Но зато могу сказать, что у каждого человека своя история и своя причина, почему он переезжает. Сколько людей, сколько и причин. У меня здесь полно знакомых, и у всех свои причины. Вот, например, одна моя знакомая уехала именно по политическим причинам. Ей пришлось спасаться, и я очень уважаю ее выбор. Другая приехала из-за здоровья. Она столкнулась с серьезной болезнью, у нее была тяжелая онкология. И здесь, в Германии, ей сделали сложное лечение, операцию, даже пересадку костного мозга. И все это оплатила Германия. Сейчас она в ремиссии, я просто счастлива за нее. Еще есть те, кто приехал ради любви. Вышли замуж, построили семьи, нашли новую профессию и живут здесь уже много лет. Это все люди из разных стран, не из Украины. Вот представляете, некоторые живут здесь больше 15 лет, а я все думаю, я даже шнурки по-немецки не умею завязывать. Ну, шучу, конечно. Вот, есть подростки, которые приехали без родителей и уже строят здесь свою жизнь, учатся, мечтают. У них большие планы. И я собираюсь как-то рассказать про этих подростков отдельно, потому что истории действительно вдохновляющие. И тем более это будет полезно тем, кто собирается только приезжать сюда или отправлять своих детей сюда, в Германию, без сопровождения с родителями. Потому что я хочу показать, где именно принимают таких детей, как они живут. Дети, которые приезжают сюда без родителей. В общем, переезд – это не просто коробки с вещами и смена адреса. Кстати, я приехала в Германию с одним только маленьким рюкзачком. Но зато со своей надеждой, со своими страхами, мечтами. Это нормально. У всех свои причины и свой путь. А для меня эта история – это про то, как найти свой уют, свою мечту жизни. Вернее, жизнь своей мечты. Даже если у тебя пока нет постоянного дома. Вот так. Следующий вопрос. Каким был ваш первый шок в Германии? Что больше всего удивило? О, каким был мой первый шок? Шок в Германии. Ладно, люди не улыбаются на улице. Да нет, шучу. Это сначала казалось, что все суровые, недружелюбны. Но потом я поняла, что они просто экономят энергию для близких. Нет, вообще это не про Германию. Здесь люди незнакомые даже улыбаются, даже если просто встретились с тобой глазами на улице. Не говоря уже про соседей, кассиров, работников учреждений. Некоторых пугает, что магазины закрыты в воскресенье. Но я считаю, что это нормально. На самом деле люди имеют право вечером и в выходные отдыхать, быть семьей. И да, закупки можно спланировать заранее.
как это делают немцы. Кстати, в воскресенье здесь совсем не тишина, как некоторые считают, и вообще не пустота. Люди ездят на велосипедах, играют с детьми. Вот пойдите в парк, в любой парк, и вы увидите море людей всех возрастов, в любую погоду. Даже привозят пожилых людей и инвалидов, чтобы они тоже были на свежем воздухе. И здесь никто не сидит все воскресенье перед телевизором. Люди гуляют, общаются, живут, встречаются с друзьями. И особенно я люблю, что здесь все ходят в походы, катаются на велосипедах, активно живут. Велосипеды, горы – это вообще мое. И да, это меня шокировало, только в самом лучшем смысле этого слова. Ну, что насчет бюрократии? Да, Германия известна своей любовью к бумажкам. Иногда кажется, чтобы что-то оформить, нужно собрать подписи всей Баварии, 2 собак и 1 белки. Вот я, например, жду разрешения на переезд больше года. Это уже как сериал «Ожидание» сезон 3. Ну что делать? Ну, надо просто не падать духом, делать все правильно. И надеяться, что когда-нибудь в ведомстве откроется портал и документы дойдут до стола нужного человека. Погода, да, вот многие жалуются, я видела, что прям очень жалуются на погоду, зимы длинные, серые, дождливые. Иногда кажется, что солнце заблудилось где-то над Италией и не может найти навигатор. Но лично мне идеально. Я вообще люблю дождь, я люблю такую погоду. Я сказала как-то своей маме, здесь одинаковая погода, что в июле, что в феврале. Ну и это правда. Плюс 10 это и зима, и лето. Только ты в феврале в пуховике, а в июле в куртке. Вот сегодня ночью, например, было плюс 9. Да, может быть холодно, но уютно. Конечно, тяжело тем, кто работает на улице. Но у природы здесь своя философия. Свежо, стабильно, строго. Характер нордический. Вот. Некоторые считают, что в Германии тихо и скучно. Нет, совсем нет. Просто здесь ритм другой. Здесь люди не спешат, не сбивают с ног. Все спешат, но медленно. Германия – это когда ты спешишь с достоинством. Вот, а запах прохладного утра и кофе, он как аромат стабильности. Мне это очень подходит, очень. Отдельная история про чистоту. Это магия. Даже когда дождь и снег, на улицах чистота. Как будто по ночам феи с веником летают. Вот я живу в Мюнхене, и можно неделю ходить в белых кроссовках, и они не становятся серыми. На тротуар можно сесть, и ты не испачкаешься. Ну, я даже не знаю, куда девается вся пыль в Германии, ее просто нет, и это радует. И важно, что вот очень важно, все люди следят за чистотой, каждый на своем месте. В результате порядок, вот как любят немцы говорить, Ordnung muss sein, порядок должен быть. И вы знаете, это попало мне в душу. Еще экология и забота о природе. Вот сортировка мусора – это как национальный спорт. Еще что? Это экономия воды и света. Не из бедности, знаете, а из бережливости. Бережливость здесь вообще возведена в ранг добродетели. И именно это делает страну богатой. Вернее, и это в том числе делает страну богатой. Здесь даже у диких уток и кроликов больше уверенности в завтрашнем дне, чем у некоторых людей. Они спокойно гуляют по городу, и никто их не трогает. Правда, нужно знать, что кормить их хлебом нельзя, это большие штрафы. Зато можно купить специальный корм и аккуратно повесить его на дерево. Все продумано, как шведский стол для синиц. Что еще? Безопасность. Здесь спокойно можно гулять в любое время суток. Я когда работала, моя работа заканчивалась в 11 часов, и я шла домой ближе к 12 часов ночи по безлюдному району. И я не боялась, потому что все улицы освещены, чистота, и ты чувствуешь себя в безопасности. И еще что? Вещи возвращают. Вы знаете, я неоднократно теряла вещи.
Я теряла и сумку с деньгами, и документы, и рюкзак, и мне всегда все возвращали. Я в каком-то своем видео рассказывала, что и рюкзак я в транспорте забывала, и сумку с покупками из магазина Альди забывала, и в торговом центре сумку с документами, деньгами теряла. Всегда все возвращали. Ну вот где такое еще бывает? Я не знаю, в сказке или в Германии. И, наконец, люди. Здесь добрые, дружелюбные люди. Я работала в немецком коллективе, вот 2 места работы у меня было, и там были вот немецкие коллективы в основном. Это было что-то, это было нечто. Это не только работа, вот, а именно люди. И я скучаю, очень-очень скучаю по ним. За 5 лет мне встречались в Германии только хорошие люди. Ну, я не могу сказать, что мне в других местах встречались плохие люди. Но сейчас мы говорим о Германии, и я могу с уверенностью сказать, что я не идеализирую, но мне действительно встречались только хорошие люди. Соседи, прохожие, кассиры, чиновники – все очень доброжелательные. Иногда мне даже слезы вот на глаза наворачиваются, когда я думаю, сколько помощи и поддержки я получила. Так что да, сначала я чувствовала себя потерянным котенком в Германии, а сейчас реально дома. Пусть не все идеально, но в этом и есть своя особенная Германия. Вопрос. Даже 2 вопроса, я объединю их в один. Первый вопрос. Как вы искали работу в Германии? Именно каким образом? И было ли это трудно? И второй вопрос. Где вы уже работали? Что вам подошло, а что совсем нет? Эти 2 вопроса я объединю вместе и расскажу вам все свои истории, их несколько. В общем, когда я только приехала в Германию, в то время работать разрешение на работу получали не раньше, чем через 9 месяцев проживания в Германии. Это был 2020 год, карантин, коронавирус, и я новичок, язык я не знала. Выйти из лагеря, попасть в этот новый мир было похоже на попадание в фильм про чужую планету. О, магазин, я туда даже зайти боялась. А вдруг меня что-то спросят? Я вообще не понимаю. Деньги, я не ориентировалась в деньгах. Я не знала, что сколько стоит. Вот представляете, я стою у кассы и думаю, а можно я просто уйду, и никто ничего не заметит. Но работать очень хотелось, и я решила, пусть это будет что-то простое. Я буду уборщицей или посудомойкой. Возможно, там не очень нужен язык. Возможно, кто-то по-русски говорит, кто-то из сотрудников. Ну, вдруг мне повезет. Тогда я что сделала? Я открыла Google, нашла список всех домов престарелых в Ингольштате и написала им всем имейлы на немецком через Google Translate. Ой, сейчас я, конечно, понимаю, там было столько ошибок. Наверное, это было очень смешно читать. Но меня все равно пригласили на собеседование. Да. Конечно, я боялась, ведь даже уровня А1 тогда у меня не было. У меня был твердый А0. Но у меня была знакомая в лагере, которая говорила хорошо по-немецки. И я уговорила ее пойти со мной в качестве переводчика. Думала, возможно, меня возьмут на уборку и с условием, что я буду учить язык. Но в итоге меня отправили домой, сказали подтянуть немецкий, хотя бы до уровня А2. Но вы знаете, моей знакомой предложили там работать, и она согласилась. Хотя она со мной пошла за компанию, но ей предложили, и она согласилась. И она проработала там вот уже 5 лет на кухне, а не уборщицей. Она говорит, что работать довольно-таки тяжелая, но коллектив очень хороший шеф. Все ее очень сильно вообще устраивало. Смотрю я на нее и думаю, ну хоть кому-то повезло. Я же только с Гуглом разговаривала. Ну, второй мой опыт был, меня пригласили на мини-джоб на кухню на заводе Audi. Оплата была минимальная, но коллектив классный, и мне очень понравилось. Там были тоже русскоязычные сотрудники, и поэтому я быстро вошла в курс дела и справлялась с работой хорошо, и работа мне понравилась. Но
Потом меня перевели в пригород Мюнхена. Мне дали здесь постоянное жилье. И добираться стало, ну, вообще невозможно. Пришлось уволиться. Это было очень тяжело. И новое место, новые люди, снова искать работу. Полгода я была без работы, потому что язык у меня так и не учился, курсы мне не разрешили. Такое чувство, что я в вечном квесте. Я ищу работу, а она от меня прячется. В третий раз меня пригласили уже на производство пластиковых деталей. Работа была легче. Упаковка, контроль качества, взвешивание деталей. Очень комфортные условия работы. Очень хорошо были оборудованы рабочие места. Были удобные стулья. Не нужно было 8 часов стоять на смене. Можно было сидеть. Были вентиляторы возле каждого рабочего места. Но особенно хороший был коллектив. Я очень тепло вспоминаю эту работу и особенно людей там. Но, к сожалению, это была временная позиция. И когда заказов стало меньше, меня сократили, так как я была временной работницей. А я так надеялась, что пластиковые детали – это навсегда в моей жизни. Ну, забавно, кстати, что первое мое видео на этом канале называлось «Как я потеряла работу». После этого я уже не стала искать работу, а серьезно занялась немецким. До этого он не очень продвигался, потому что когда работаешь, и учить язык сложнее, чем кажется. Но я учила сама, без курсов, потому что в курсах мне отказали. И вы знаете, спустя год я сдала и успешно сдала экзамен B1. Получила сертификат, и теперь я почти закончила B2. И также я сдала экзамен и получила сертификат, который называется «Жизнь в Германии». Там политика, культура, история Германии. Leben in Deutschland. В общем, все о жизни, о системе в Германии, как здесь устроена жизнь, какие тут законы. Вот такая моя история. Так что учить язык самостоятельно – это как делать домашку по математике без учителя. Ой, ну с огромным желанием не сойти с ума. Ну а теперь немного грустная история. Я нашла работу. Вы знаете, я отправила заявки, и много заявок, и меня пригласили на собеседование. Кстати, я уже сама оформляла свое резюме. Я научилась это делать грамотно по всем правилам немецкого делопроизводства. И я сама отвечала на телефонные звонки. И чувствовала себя при этом такой взрослой, такой деловой. Я могу сама. Я так гордилась собой. В общем, я прошла собеседование, и меня пригласили на пробный день. Это была просто моя мечта. Но работу я искала в Нюрнберге. Я уже не раз говорила в блоге, я хочу сюда переехать по многим причинам. Так вот, это была работа в доме престарелых, помощником медсестры. И мне казалось, что все сложится. Я прошла пробный день. Мне очень понравилось. Я не просто стояла в стороне и наблюдала, я помогала, ухаживала. Мне объясняли, что нужно делать, и я это делала. Я разговаривала с пожилыми людьми. Было очень тепло на душе от этих встреч. Вы знаете, я даже кормила тех, кто не мог есть самостоятельно. Я помогала сотрудникам накрывать на столы. И я, честно, я поняла, что у меня это получается, и мне это нравится. Ну и работодатель был тоже очень доволен. Мне пописали контракт с хорошей, очень хорошей зарплатой, для меня хорошей зарплатой. Я просто как на крыльях быстро понесла этот контракт в миграционную службу, в Ausländerbehörde, потому что у меня нет разрешения на работу, я должна его получать для каждого рабочего места. Новое разрешение я должна получать. Но, вы знаете, мне отказали. Да, это был вообще удар, и удар ниже пояса. Если честно, у меня даже сейчас слезы наворачиваются, когда я об этом вспоминаю, рассказываю. Вы знаете, это была не просто вот бумажная отписка, это был какой-то крах надежды. Мне сказали, ищи работу там, где ты сейчас прописана.
я объясняю, что я жду разрешения на переезд. И какой смысл мне сейчас устроиться на работу, проработать там 2 месяца, чтобы уволиться и снова искать работу в Нюрнберге? Я уже начну работать сейчас, я уже могу начать работать сейчас, я могу освободить социальное жилье, которое я занимаю, кому-то оно будет более нужным, а я буду уже сама оплачивать себе квартиру, уже сама работать. Но мне отказали. Я думала, что это вообще меня сломало, что у меня больше нет сил. И действительно у меня началась настоящая депрессия. Я даже наняла адвоката, потратила большие деньги. Для меня это были большие деньги. Кстати, адвокат подал в суд на миграционную службу, потому что не было законного основания на отказ в моей работе. Ну, это совершенно другая история. Все, что я могу сейчас, это ждать. Но я не сдаюсь, потому что это мой путь. Ну, однажды, я надеюсь, я расскажу вам счастливый конец этой истории. Вернее, счастливое начало моей новой работы, рабочей деятельности. Друзья мои, я вам ответила на 5 вопросов самых частых, хотя планировала в этом видео отвечать на все 10, но я смотрю, что это видео уже на полчаса, и я, наверное, его сейчас, это видео буду заканчивать, и буду делать продолжение в следующей части. Там я отвечу еще на 5 самых частых вопросов. А если вы хотите подробнее знать про все вот эти мои истории, переходите в мои плейлисты. У меня там есть истории про мою маму, про дом престарелых, про общежитие для беженцев. И все без прикрас, все как есть. Что там у меня еще есть? У меня есть еще о том, как беженцев принимают и где беженцев принимают в Мюнхене, как доехать до этого пункта приема. А если вы просто хотите чего-то там уютного, человеческого, у меня есть рецепты. Рецепты, как я худею, диетические рецепты. Есть обычные рецепты, человеческие, для семьи. Ссылки все я оставлю под видео, заблудиться невозможно. Так что берегите себя, своих близких. Я сниму следующее видео. Не забывайте про меня. И не забывайте пить воду и выключать плиту. Пока-пока.